Всем привет! Сегодня с нами Ваня Джонта, тренер команды Hellraisers. Ребята собрались на буткемп, и как раз об этом сегодня мы с Ваней поговорим. Привет, Вань! Привет, Ксюш, привет всем! Расскажи нам, пожалуйста, какие у вас планы на буткемп, сколько он продлится, и какие задачи ты себе ставишь как тренер? Сегодня ребята прилетают, словаки прилетают в Киев, мы их встречаем, и сегодня будет такой полувыходной день, учитывая предыдущие дни тренировки. То есть у нас сегодня пятница, до этого мы всю неделю очень много тренировались, и нужно один денек немного отдохнуть, плюс у нас в офисе мы собираем там компьютеры, все необходимое для того, чтобы вся команда собралась на одном месте. И уже завтра мы начинаем играть квалификации на E-лигу, которые очень важны для нас. Это будет Open Qualifiers через, по-моему, Faceit. В общем, это первый момент, который такой важный, на который мы, собственно, и собираемся вместе в Киеве, потому как, чтобы не было у нас проблем с интернетом, не было проблем с другими моментами, которые могут помешать команде подготовиться и круто выступить. Также, конечно же, в скором времени будет турнир StarLadder, который начинается уже во вторник. У нас будет, по сути, суббота, воскресенье и понедельник, 3 дня, которые мы можем подготовиться немножко в более усиленном режиме, плюс отыграть, так сказать, на лане квалификацию на E-лигу. Вот. И надеюсь, что в первый день квалификации у нас все получится, и мы пройдем на следующий этап, который будет проходить позже. Вот. Потом воскресенье-понедельник, полные тренировочные дни, во время которых мы хотим, чтобы команда немного больше почувствовала, игроки почувствовали друг друга в плане тимплея, взаимопонимания, игры вместе, сидя бок о бок, как это происходит на турнирах. И также, конечно же, проведем больше времени вместе, такой, не сказать бы, что полностью тимбилдинг, но какой-то элемент тимбилдинга, чтобы мы уже строили коллектив, который будет вместе идти к одной цели, будет более сплочен. Так это очень важно для любой команды, которая хочет становиться лучше и метит в то, чтобы выйти на самый высокий уровень игры. Существует мнение, что буткемп не приносит пользы из-за того, что игроки чувствуют себя не в своей тарелке, находясь не в домашней, так сказать, атмосфере. Как ты считаешь? Я думаю, что все зависит от игроков и от того, какие цели ставятся на буткемпе и как именно он проходит. Если все организовано грамотно, то можно выжать очень много пользы от того, что 5 игроков сидят вместе, потому как ты больше времени фокусируешься на тренировке, ты вместе со своей командой весь в тренировочном процессе думаешь об одном, и это, собственно, позволяет больше работать над ошибками, больше работать над моментами важными в игре, которые помогут улучшить уровень твоей командной игры. Вам предстоит сыграть первый лан с обновленным составом в Киеве, финалы StarLadder. Как ты оцениваешь шансы команды своей на данном турнире? В принципе, я не считаю, что состав участников как-то должен нас пугать. В принципе, многие команды, конечно же, сильные, но у нас очень неплохо идет тренировочный процесс. Мы нередко выигрываем у многих именитых команд. Я надеюсь, что на лане у нас не будет лишней нервозности и несобранности в действиях. Но мы не ставим каких-то таких прямо задач и ограничений для игроков. Я хочу, чтобы ребята чувствовали себя свободно. Мы, конечно же, хотим выйти из группы, чтобы попасть на основной этап турнира, когда ты уже будешь играть на сцене перед болельщиками. Вот. Плюс, учитывая то, что у нас по ходу турнира будут еще квалификации на E-лигу, еще там на один турнир, то трудно сказать, что будет более приоритетно. Но, конечно же, на лане очень хотелось бы выступить хорошо, все ребята будут стараться, и я думаю, что мы в неплохой форме подойдем к этому турниру. И тем более первый лан для этого состава, думаю, он будет очень прикольным, потому как ребята почувствуют, собственно, больше командного единства, чем, конечно же, чувствуется во время онлайн-тренировок и любых онлайн-матчей. И я, в принципе, ожидаю хорошей игры и что все будет клево. Как ты думаешь, помогут украинскому звену домашние украинские стены? Да, думаю, однозначно. Всегда приятно играть перед фанатами, перед ребятами, которые приходят поболеть, получить эмоции и выплеснуть свои эмоции, переживая за игроков, за команды. То есть я думаю, что
ребята кайфуют. Вот это и есть киберспорт, ради которого, собственно, все мы тренируемся и все стараемся показывать крутую игру. Ну, ты заикнулся о изменениях в команде, которые произошли. Поменялся тренер, ты стал тренером вместо Ламабота, ушел Оскар из команды, и вы взяли Смайка. Расскажи, как поменялась ваша игра с уходом Оскара и как Смайк вжился в команду? Ну, во-первых, вся схема игры поменялась достаточно значительно, потому как у нас с Сергеем немного разные стили игры. Ну, как бы разные стили управления командой. В том плане, что стиль именно игровой, он кое-чем теперь отличается, но и мы стараемся не упускать тех плюсов, которые были у предыдущего состава АШР под командованием Ламабота. Оскара, в принципе, я не сказал бы, что вот такого игрока, как Оскар, не хватает. Конечно же, до этого он очень много тащил на себе, на личном индивидуальном скилле. Но мне кажется, что намного важнее в командной игре это такая более командная составляющая. И плохо, когда выделяется один игрок, и вся команда строится во многом под него. Или так получается, что игра строится под него, потому как, когда у него плохой день, команды нет. И это очень трудно что-то с этим сделать, потому как каждый человек, он не может показывать супер игру, супер продуктивность в каждый день в году, и поэтому, конечно же, нужно строить команду вокруг многих других моментов, связанных с командными действиями, связанными с тактиками, с одним пониманием игры. Смайк, молодой хлопец украинский, на которого мы, скажем так, поставили. Ну вот, я сказал бы, что мы в чем-то им довольны, в чем-то нет. То есть понятно, что ему сейчас очень трудно. Во-первых, английский язык, да, то есть мы говорим во время игры на английском языке, мы думаем во время игры на английском языке, и это трудно. Я понимаю, что ему очень непросто еще и в том ключе, что раньше он играл совершенно в другой КС, он не был ограничен какими-то пониманиями того, как нужно отыграть правильно, он просто делал, что ему подсказывала его интуиция игровая, и какие-то действия, они выглядели или работали неплохо на каком-то уровне, на котором он играл раньше, а сейчас ему нужно на тренировках и на официальных матчах играть против лучших игроков мира и показывать правильные, грамотные действия. Это очень непросто в совокупности с тем, что нужно еще и говорить на английском языке, понимать игру, то есть часть твоего мозга, она в любом случае отвлекается на то, чтобы ты воспринимал все происходящее вокруг, всю информацию, сам давал инфу на английском языке. Это очень непросто. В чем-то я им доволен, конечно, в чем-то нет. Вижу, что он очень старается, но как было, скажем так, в моем игровом и тренерском опыте до этого, некоторые игроки молодые, они думают, что стараются, но на самом деле я понимаю, что они и на четверть не выжимают того, что они могут из себя выжать в плане продуктивности. Вот. В этом ключе я очень надеюсь, что Смайк будет прибавлять просто от турнира к турниру, и я надеюсь, у меня как бы есть такая хорошая вера в то, что этот 18-летний парень в скором времени будет очередной звездой украинского КС, и я буду очень стараться сделать так, чтобы это получилось. Окей. Вместе с изменением ваших стратегий, тактик, позиций, возможно, у вас также поменялся моб-пул. Пропал оверпас, с которым было много проблем на последних чемпионатах, и появился трейн в первую очередь. Почему было принято такое решение? Ну, во-первых, была такая определенная тактическая хитрость. Все команды привыкли, что АШР играет оверпас, и против АШР его часто черкали первым. А мы совершенно не играя эту карту ни разу до определенного момента. Мы знали, что с нами его будет черкать, и мы имели определенные преимущества в мапвета. Также одна из моих целей, будучи тренером команды, это сделать так, чтобы команда играла полный мап-пул, то есть чтобы мы играли все карты абсолютно. К оверпасу мы уже приходим, и уже скоро мы будем играть и эту карту в том числе, потому как игроки, как мне кажется, чувствуют эту карту хорошо. И АШР будут играть оверпас клево, я в этом уверен, нужно просто немножко времени. Мы начали делать больше акцента на те карты, которые раньше у команды не получались, в том числе и потому, как после долгого времени подготовки каких-то карт игрокам
ну вот я лично по себе знаю, что ты когда много тренируешься там одну карту, потом освежить себя, фокусируясь на другой, тебе начинает больше нравиться игра. То есть ты больше получаешь удовольствие от игрового процесса, новой ситуации, а не все рутинно. И в этом плане, мне кажется, что игроки немножко освежили именно, ну, мы немножко освежили тренировочный процесс для самих игроков, поменяв некоторые позиции, поменяв некоторые роли, поменяв, опять же, те же карты. И мне кажется, что очень важно, чтобы во время тренировок игроки получали удовольствие от процесса, чтобы им нравилась игра, чтобы мы тренировались с классным настроем и всем все нравилось. Пока что это получается. Окей, давай поговорим немножко теперь о тебе. Не все понимают, в чем заключается роль тренера на данный момент. Поэтому я хотела бы у тебя узнать, что входит в твои обязанности и как вообще проходит твой рабочий день. Ну, вообще, после того, как Valve собирается ограничить игровую роль тренеров, но пока это еще не окончательно, потому как могут быть некоторые корректировки относительно их ограничений. Они якобы ведут контакт с некоторыми игроками, с командами, там есть какой-то player union, который пытается повлиять на решение Valve, и могут быть какие-то компромиссы. Но если вот полностью убрать эту информацию относительно того, что будет в будущем с ограничением тренеров, на данный момент я полностью строю тактическую часть игры, конечно же, советую с некоторыми игроками, больше с Ангелом. Вот мы раньше в 1.6, когда играли вместе в одной команде, очень многие моменты игровые мы как раз именно с ним придумывали и планировали. То есть у нас в чем-то очень схожее понимание игры, и некоторые микроэлементы, микрофишки он мне советует, мы вместе придумываем, и, собственно, основа на мне, но мы вместе с ним пытаемся строить тактическую игру команды. Вот. Потом, конечно же, координация во время игры. То есть я принимаю решение, какой раунд сделать, какие перетяжки сделать, но тоже стараюсь это делать так, чтобы ребята понимали сами, чтобы у нас было общее понимание того, что нужно делать, и со временем, когда будет ограничение тренеров или не будет, чтобы все понимали, что если происходит такая ситуация, мы делаем это. Вот я очень стараюсь привить всем игрокам одно понимание того, что нужно делать в конкретных ситуациях. Потом, конечно же, много работы над ошибками, всегда мы тренируемся, я там во время тренировочного процесса пытаюсь выписывать какие-то детали, моменты, отписываю игрокам лично, что это нужно делать не так, это так, почему, объясняю. То есть на данный момент очень много, так как идет все еще процесс построения нового коллектива, все привыкают друг к другу, по-новому привыкают к новым ролям, к новому координированию, к новому стилю игры. Сейчас очень много работы ведется именно в этом плане. А вообще, как бы я думаю, что после я буду заниматься еще некоторыми другими моментами, связанными не только с ролью тренера, а с ролью еще и спортивного директора организации, больше строя определенную структуру того, как должны готовиться команды и как правильно готовить игроков, и больше буду уделять время на некоторые другие моменты. Также у нас мне помогает наш аналитик Амиран, который подсказывает с некоторыми моментами по нашим оппонентам на официальные матчи. А так, в принципе, вот рабочий день сейчас проходит, я прихожу в офис около 11-12, строю план на тренировку, договариваюсь о спарринг-играх с другими командами, и потом мы собираемся вместе на дискашн, во время которого я объясняю какие-то моменты, ошибки, новые мувы, мы их отрабатываем на пустой карте, и где-то часов с 4, наверное, по Киеву, бывает с 5, мы начинаем тренироваться, и уже играем именно тренировочные матчи, и заканчиваем около 12 ночи. Я знаю, что в твоем подходе тренировок есть такой момент, что с украинским звеном ты обсуждаешь тактики в одно время, со словацким чуть позже или чуть раньше, то есть отдельно. Это связано с тем, с языковым, во-первых, вопросом, либо же это связано с тем, что они держат разные точки, и тебе проще так объяснять им? Я буквально недавно начал это использовать. Это в большей степени потому, как я как-то раньше об этом не задумывался, хотя это очень просто. Какой смысл держать на сервере 5 человек, чтобы ты объяснял что-то двоим, остальные 3 сидели и ждали, пока ты закончишь. То есть тут просто бывает, у нас просто некоторые позиции, некоторые действия держат
словаки, а отдельно украинцы, и имеет смысл объяснять что-то отдельно словакам, что-то отдельно украинцам. Но бывает, я там зову, например, там, Бондика и Зера, потому как они выходят на какие-то точки вместе, и объясняю нюансы. Просто я пытаюсь разделить этот момент, чтобы игроки не проводили лишнее время, просто слушая о том, что им, по сути, может быть не так нужно, и в итоге их голова будет чем-то забиваться, они будут сидеть и думать, что я сижу и тут и делаю, или сидеть в альтабе, и на фоне у них будут что-то рассказывать им не столь необходимое. Поэтому, мне кажется, разделять момент этого дискашена, он достаточно неплохо работает, и ребята как-то посвежее выглядят в TeamSpeak, по крайней мере, слышатся посвежее, потому что все-таки, если мы собираемся на 2 часа обсуждения до тренировки, если ты час что-то слушаешь, то, и пытаешься во все это вникнуть, то не всегда просто оставлять свежую голову после этого. Я поняла. Когда вы только начали играть свои первые игры после перерыва, многие говорили о том, что словаки немножко сдулись, начали немножко хуже играть. С чем это было связано? Может, связано до сих пор. Я думаю, что это в первую очередь первые матчи. На последних, например, в последней высылке против Fnatic словаки отлично отыграли. И, в принципе, вся команда подтягивается. Просто какие-то новые моменты, новые роли. У Зера новые позиции есть, у Стика почти все позиции новые. То есть у него роль может быть подобная, но сами позиции, они чуть другие. И это, я бы сказал, что момент адаптации. Ты говорил о запрете Valve на... не запрете, а ограничении тренерской работы на ланах, во всяком случае. Как ты вообще к этому относишься? Считаешь ли ты это решение правильным? И есть ли в этом вообще какой-то смысл? Я думаю, что это решение не совсем правильное. В первую очередь, потому как их посыл в том, что для того, чтобы команды среднего уровня имели такие же шансы, как и команды более крутые, у которых есть тренера, для этого они ограничивают тренеров, которые могут делать in-game-коллы. В общем, мне кажется, это неправильно, потому как именно индивидуальная часть игры, личная часть каждого игрока, именно она отличает, почему Fnatic, например, сильнее, чем другая команда. Почему ты не можешь взять и просто посмотреть демки в какой-то раунд Fnatic'ов, называть его, ребята, делаем Fnatic А, или Fnatic дверь, Fnatic Zig, и сделать его так же. Ты не можешь только потому, что индивидуальная часть игры и мелочи, детали, они отличают игроков Fnatic от игроков других. Или пусть это будет Na'Vi или любая другая сильная команда. А моменты in-game коллов, они очень во многом могут быть даже более правильными у некоторых команд с меньшим опытом. Но теперь, когда у средних команд не будет возможности даже привлечь тренера или человека, который будет за них делать in-game коллы, игрокам нужно будет больше фокусироваться на том, что нужно сделать. И в итоге меньше фокусироваться на своем микро. Из-за того, что будет меньше фокуса на микро, они будут отыгрывать еще хуже, потому как именно этого микро не будет хватать, чтобы опережать по скиллу другие сильные команды. И мне кажется, их аргумент он немножко неправильный. Может быть, со стороны это кажется так, но не будучи игроком и не понимая какие-то детали, они могут этого не так чувствовать. Я говорю, конечно же, о Valve. Плюс момент в том, что они вводят возможность каждой команды иметь 4 коротких тайм-аута по 30 секунд, то на поздней стадии игры, когда счет какой-нибудь близкий, типа 11-11, 10-10, для зрителя смотреть матч, в котором будет в каждом раунде пауза по 30 секунд, немножко убивает динамику всего матча. Мне кажется, это немного неправильно. И лучше уже было оставить тренеров, но дать им возможность говорить во время фристайма хотя бы. Но также тренер in-game-лидер появился в КС, наверное, год назад. Если около 2 лет назад, даже меньше, чем 2 года назад, ввели тренеров, возможность вообще коучу быть на сервере, да. Поначалу коучи, они вообще не занимались in-game-лидингом, только недавно, может быть, год, некоторые команды начали это вводить. Это очень новая такая должность, и нужно было просто, как мне кажется, дать время, чтобы многие команды и многие игроки начали этим заниматься. То есть, учитывая прошлое КС,
учитывая прошлое того, что есть много игроков, которые раньше играли, потом забили, и они как-то могли бы себя реализовать как тренера, потому как у них хорошее было понимание игры. Они могли бы неплохо возвращаться в CSGO, становиться лидерами своих команд. Нужно было просто дать время, и вся эта тема больше бы развивалась, и больше бы появлялось тренеров для средних команд. В принципе, могу сказать вот на личном опыте, что сейчас уже достаточно редко ты тренируешься против команды даже совершенно среднего уровня. И нет шестого игрока в коуч-слоте на сервере. То есть все больше команд имеет коучей, и нужно было просто дать тупо времени, чтобы средние команды их получили, и было проще получить того тренера, который якобы может сильно влиять на игру. Ну, Valve пока решили так. Посмотрим, смогут ли игроки повлиять на это решение в ближайшем времени. Ты говоришь о том, что тренера во многих командах играют очень важную роль, и о том, что есть очень сильные, да, какие-то тренера. Кого ты считаешь лучшим тренером на данный момент? Опять очень такая тонкая тема, потому как трудно сказать, насколько сильно и что именно делает тренер в коллективе. Я, например, со стороны или за спиной мог видеть разве что, как действует Старикс, потому как я был на том же турнире, видел, что он делает, и мог оценить, то есть каким-то образом это связано, например, со своей работой тренером. Также я со стороны видел, наверное, Непов Трита, но вроде как мне не сильно удалось понять, что именно делать. Все остальное со стримов, и сколько я понимаю, то, наверное, вот Трит, Писмейкеру Liquid и Стариксу Нави, наверное, самые такие серьезные тренера, которые есть на данный момент. Опять же, потому как результаты команд, в которых они играют, и игра, в принципе, есть. Но, опять же, те же Непы, у них проблемы начались серьезные. У Нави есть проблемы другого характера, они играют. То есть мало есть информации и мало есть понимания, ощущения того, как сильно влияет тренер на игровой процесс. Потому как, опять же, вот у Нави сильные игроки. Может быть, они бы с тренером без тренера играли бы так же, а может быть, нет. То есть никто не знает, потому как это очень индивидуальная тема для каждой команды. Но если стоит выделить одного, пусть, наверное, это будет Peacemaker из Liquid, потому как видно было, что он построил игру команде за месяц очень неплохо, и Liquid очень сильно изменились как раз вот в это время, когда к ним пришел Peacemaker, начали играть более грамотный КС, а не такой, который они показывали ранее в таком американском стиле «беги, стреляй». Сейчас очень многие тренера возвращаются к своей игровой карьере. Не хотелось бы тебе вернуться и снова начать играть, как раньше? Ну, в какие-то моменты, когда я, как бы это смешно не было, когда я смотрю, как отыгрывают наши игроки, бывает, мне хочется сказать: да, пацаны, я сейчас сяду и покажу, ну где же уровень? Вот, но я, конечно, в большей степени это шутка. Я понимаю, что мне нравится быть тренером, и я бы сказал так, что это трудно, но я как бы получаю много удовольствия от того, что мой мозг задействован постоянно на максимум, я много анализирую, много думаю, много стараюсь привнести своего вклада в игровую составляющую. Когда я вижу, что игроки становятся лучше, какие-то вещи работают, я получаю массу удовольствия, и мне бы, конечно же, хотелось продолжать быть тренером в полной мере. Надеюсь, Valve не ограничит это настолько, что тренерам нельзя будет стоять за спиной команды, потому как чувствовать энергетику и вообще участвовать на турнире, играть перед зрителями, конечно же, на сценах, это очень крутая штука. Также я всегда понимал, что если я вернусь как игрок, то, в принципе, я мог бы за, может быть, 3-4 месяца набрать форму и, имея понимание игры, мог бы играть достаточно быстро как минимум, думаю, тир-2 уровня, а со временем можно было бы идти и на более серьезный. Но в любом случае я могу дать игрокам намного больше, если я буду действовать как тренер, и со временем мне хотелось бы принести больше пользы СНГшному комьюнити какими-то советами или какими-то игроками, с которыми я уже работал или еще буду работать. Вот те же ребята из Аркад, с которыми я работал, и до этого из Flipside, и даже тот короткий период с игроками из Worst Players, я уверен, что многие ребята
получили немало опыта работы со мной, и мне как бы нравится смотреть за тем, как некоторые игроки развиваются, становятся лучше, и я всегда готов их поддержать. И будучи игроком, я бы фокусировался чисто на себе, ну, там, в чем-то, конечно, на своей команде, но в меньшей степени на других игроках. И в итоге, там, поиграл бы год-второй и забил, наверное, да? Ну, или там непонятно, как бы сложилось. А так я могу дать какую-то пользу, и мне кажется, что это более правильно. Окей, последний вопрос. Ты опытный тренер, ты только что называл команды, в которых ты работал до этого. Такой чисто для меня вопрос. Что ты чувствуешь, когда твоя нынешняя команда играет против твоей бывшей, скажем так? Ну, конечно же, мне, с любыми игроками, против любых игроков, с которыми я раньше работал, мне, конечно же, хочется просто, тут как такой момент, что вот, когда я там какие-то советы давал, будучи работая в предыдущих командах, мне всегда хочется прийти и показать, вот это вот, ребята, уровень, который вы должны были показывать, когда я вами управлял. И мне, конечно же, хочется победить и показать, что быть соперником со мной очень непросто. Окей, спасибо, Вань, тебе большое за интервью. Может, у тебя есть пару слов для фанатов, для наших зрителей? Ну, конечно же, хотелось бы сказать всем нашим фанатам, что мы очень стараемся, много работаем, мы реально очень, очень сильно стараемся, чтобы показывать классную и хорошую игру, и хочется сделать так, чтобы еще одной командой от СНГ на мировой КС-сцене стало больше, которая будет стабильно показывать классную и хорошую игру и радовать своих фанатов. Ну, болейте за нас, и спасибо тебе за интервью. Спасибо, всем пока.